Десятки величественных египетских пирамид, ставшие символом вечности и инженерного гения древности, на протяжении тысячелетий хранили тайну своего расположения. Почему величайшие памятники человечества были возведены именно в этой узкой пустынной полосе, вдали от современного русла Нила? Новое масштабное исследование, результаты которого были опубликованы в авторитетном научном журнале Communications Earth и Environment, предлагает аргументированный ответ на этот вопрос, предоставляя неопровержимые доказательства того, что ныне исчезнувший и полностью засыпанный песками рукав реки Нил когда-то пересекал этот ландшафт. В те далекие времена климат региона был значительно более влажным, что позволяло существовать полноводным речным ответвлениям там, где сегодня простирается безжизненная пустыня. Согласно данным исследования, этот древний водный путь, получивший рабочее название Ахрамат, что в переводе с арабского означает «путь пирамид», имел протяженность около 64 километров и проходил в непосредственной близости от 31 пирамидального комплекса, включая всемирно известное плато Гиза. Это открытие в корне меняет наше представление о логистике Древнего Египта. Долгое время историки спорили о том, как многотонные блоки транспортировались от каменоломен к строительным площадкам. Новые данные подтверждают, что именно этот водный путь позволял рабочим и инженерам эффективно перевозить тяжелейший известняк и гранит. Исследователи обнаружили, что многие пирамиды были не просто расположены у воды, но и имели сложную прибрежную инфраструктуру. Приподнятые каменные дамбы, которые раньше считались исключительно церемониальными дорогами, на самом деле тянулись горизонтально от подножия памятников, соединяя их с речными портами на древнем берегу. Это была продуманная транспортная сеть, где храмы у подножия пирамид служили своего рода логистическими узлами и терминалами для разгрузки судов. Таким образом, великие стройки велись не вопреки ландшафту, а благодаря его умелому использованию. Причины исчезновения этой гигантской водной артерии кроются в глобальных климатических изменениях и геологических процессах. Исследовательская группа пришла к выводу, что затяжная засуха, начавшаяся несколько тысячелетий назад в сочетании с мощной сейсмической активностью, привела к постепенному заиливанию русла. Землетрясения могли изменить наклон ландшафта, заставив реку медленно смещаться в восточном направлении, ближе к ее нынешнему расположению. Со временем рукав Ахрамат начал распадаться на отдельные озера и болота, пока окончательно не высох и не был погребен под слоями песка и современными сельскохозяйственными полями. Тот факт, что сегодня на этом месте не видно даже следов реки, объясняет, почему археологи так долго искали подтверждения водной теории строительства. Для обнаружения скрытых особенностей рельефа ученые использовали передовые технологии космического мониторинга. Исследовательская группа основывала свои выводы на данных со специализированных спутников, оснащенных радарами с синтезированной апертурой. Эти устройства посылают мощные радиолокационные волны, которые способны проникать глубоко под поверхность Земли, отражаясь от скрытых структур, таких как древние русла рек или фундаменты зданий. Этот метод позволил буквально просветить пески пустыни и увидеть очертания палеорусла, которые не видны невооруженным глазом.
Чтобы верифицировать спутниковые данные, ученые провели серию полевых работ, включая бурение кернов отложений. Анализ состава почвы и минералов в этих пробах подтвердил наличие речного ила и характерных для проточной воды отложений на глубинах, соответствующих времени строительства пирамид. Дополнительную помощь в реконструкции ландшафта оказали старинные карты 1911 года, на которых еще были отмечены некоторые низины и пересохшие каналы, ныне полностью исчезнувшие под городской застройкой. Эксперты в области египтологии на протяжении десятилетий подозревали, что лодки были основным инструментом в арсенале строителей пирамид. Однако до недавнего времени эти подозрения основывались лишь на косвенных уликах, изображениях лодок в гробницах и находках ритуальных судов, таких как солнечная ладья, Хеопса. Некоторые прошлые локальные исследования выдвигали гипотезы, аналогичные нынешней, но только работа команды под руководством профессора Эман Ганейм позволила составить полную карту водной системы в масштабе всего региона. Новые результаты подтверждают теорию и отображают гораздо более широкую область взаимодействия человека и природы. Эман Ганейм, возглавляющая кафедру наук о Земле и океане в Университете Северной Каролины в Уилмингтоне, отмечает, что картирование древней системы каналов Нила ранее было фрагментированным и изолированным, что не давало понимания истинного масштаба речной навигации. Теперь стало ясно, что древние египтяне использовали водные пути как полноценные шоссе, связывавшие север и юг страны в единую экономическую и строительную сеть. Исследование охватывает огромную территорию между Лиштом, деревней к югу от современного Каира, и плато Гиза. На этом отрезке сосредоточено наибольшее количество пирамид Древнего и Среднего царств. В этих комплексах находились не только гробницы царей, но и целые города мертвых, где хоронили высших государственных чиновников, архитекторов и жрецов. Логистическая сложность таких объектов поражает. Некоторые гранитные блоки, использованные для облицовки внутренних камер и создания саркофагов, доставлялись из ассуанских карьеров, расположенных более чем в 800 километрах к югу от стройплощадок. Вес отдельных элементов мог достигать нескольких десятков тонн, и их транспортировка по суше на такие расстояния через пески была бы физически невозможна даже для огромной армии рабов. Только использование глубоководных речных рукавов, подходивших вплотную к стройке, объясняет, как такие блоки оказывались на месте. В прошлом исследователи полагали, что для подвода воды египтяне прорывали искусственные каналы от основного русла Нила. Однако новые геофизические данные указывают на то, что Ахромат был естественным рукавом реки, который существовал задолго до появления цивилизации. Древние инженеры проявили гибкость. Они не переделывали природу полностью, а умело вписывали свои грандиозные проекты в существующий ландшафт. Археология сегодня становится все более технологичной дисциплиной, где на смену лопате приходят георадар и мультиспектральные снимки. Это позволяет уточнять карты Древнего Египта с точностью до метра, обнаруживая объекты, которые оставались скрытыми в течение 4000 лет. Результаты показывают, что 1000 лет назад режим осадков в Северной Африке был иным. А Нил имел более разветвленную дельту. И пойму,
Местоположение конкретных пирамид в цепочке между Лиштом и Гизой по времени строительства удивительным образом совпадает с изменениями гидрологического режима ветви Ахромат. По мере того, как уровень воды колебался на протяжении веков, строители смещали места закладки новых памятников. Несколько храмов-пирамид и примыкающих к ним сооружений выстроены строго по линии древнего берега. Это свидетельствует о том, что древние египтяне обладали глубокими знаниями в области гидрографии и понимали циклы разливов реки. Исследование опирается также на данные 2022 года, когда ученые обнаружили в почве Гизы пыльцу древних папирусов и других болотных растений. Это стало важным биологическим доказательством того, что территория вокруг Великих пирамид когда-то была зеленой поймой, а не сухим плато, каким мы видим его сегодня. Хадер Шейша, соавтор этих изысканий, работающая в университетском музее Бергена, подчеркивает значимость комплексного подхода. По ее словам, новые результаты добавляют критически важные доказательства, которые связывают биологические следы, пыльцу, с геологическими структурами, руслом реки. Ландшафт эпохи Хеопса и Хафра был динамичным и живым. Понимание того, как древние египтяне взаимодействовали со своей физической средой, позволяет по-новому взглянуть на их социальную организацию и государственное управление. Столь масштабные проекты требовали не только физической силы, но и ювелирного планирования с учетом сезонных разливов Нила. Согласно гипотезе ученых, ветвь Ахромат начала окончательно увядать около 4000 лет назад. Процесс был постепенным. Река становилась мелководной, течение замедлялось, и во время ежегодных разливов ил не вымывался, а оседал на дне, поднимая уровень русла. В конце концов, река просто исчезла, оставив пирамиды сиротами посреди пустыни. Сегодня ученые планируют расширить свою карту, используя данные радиолокации для поиска других погребенных рукавов Нила в дельте и в верхнем течении. Определение очертаний древних водных путей имеет и практическое значение для современной науки. Это помогает обнаруживать остатки древних поселений, которые традиционно располагались по берегам. Многие из этих мест могут быть найдены и исследованы до того, как растущие египетские города и расширяющиеся сельскохозяйственные угодья поглотят их навсегда. Это открытие открывает новую главу в изучении одной из самых загадочных цивилизаций мира, доказывая, что ключи к тайнам прошлого часто лежат глубоко под землей, ожидая технологий будущего.